Всем привет! Сегодня я буду делать полезную самоделку, которая пригодится в любой столярной мастерской. В основном я буду использовать 18 миллиметровую фанеру. И начну с первой детали. Она должна быть шириной 20 мм. Конечно же, сразу торцую заготовку. После этого отмеряю длину. Она должна быть 490 мм. И снова торцую. После этого даю отметки по длине. С одного торца их будет две, в 10 мм и 23 мм. С другого всего одна, в 93 мм. Две из этих отметок я соединил линией, которую прочертил ровно посередине. Далее зафиксировал заготовку к столу и прошелся фрезером. К сожалению, пока фрезерного стола у меня нет, но и до этого дойдут руки. Но тут произошла неприятность. Фанера расслоилась. В который раз у меня уже проблемы с этим листом. В общем, попалась некондиция какая-то. Но деваться некуда, придется склеивать. А чтобы это расстройство сгладить чем-то положительным, я почахну над своим златом. А что для мастера самое ценное? Конечно, инструмент. Кстати, некоторым классным инструментом я обязан мобильной игре «Викинги». Поиграем? «Викинги» уже не первый год возглавляют топы военно-экономических стратегий. Более 20 миллионов игроков со всего мира нашли в этой игре то, что зацепило и не отпускает. Быть может, это уникальные игровые механики, может большой игровой набор классов. Наемники, всадники, лучники и многие другие. Кто-то точно любит боевые сражения с пулевыми врагами, а кто-то не такой отважный и проходит квесты, получая щедрые награды. Кто-то создает оружие и снаряжение, а кто-то правит кланами, и все это в твоем смартфоне. Построй город, накопай ресурсов, собери армию и вперед, завоевывать север. Но не забудь вступить в клан или создать свой, иначе тебе не пройти. Также совместно с создателями игры «Викинги» мы проводим конкурс. В этом месте вас ждут просто шикарные призы. Целых 2 игрока, дошедших до 10 уровня дворца, получат возможность выиграть iPhone 11 Pro. Ну а суперприз – MacBook Pro. Сможет забрать тот, кто достигнет самого высокого уровня дворца до конца ноября. Розыгрыш состоится 3 декабря. Выиграть реально может каждый. Для этого качай викингов именно по моим ссылкам в описании под видео и получишь 200 голды и бесплатный щит. Не забудь наточить свой топор и ищи меня в игре под ником Ремшкола. Ну а мы продолжаем делать самоделку. Следующие две детали будут шириной 65 мм. Торцую эти заготовки и, отметив 570 мм, отрезаю лишнее. Теперь немного шлифовки. Следующую деталь я сделаю из отслоившегося куска фанеры. Ну, хоть какая-то польза от этого брака будет. Толщина у этой детали получилась 7 мм. Этого вполне будет достаточно. Кстати, ширина у нее 40 мм, а длину я сделаю 65. Ну а эта часть будет отличаться от всех своей формой. Я от руки делаю наброски, чтобы по ним отпилить лишнее на ленточной пиле. Somewhere deep in my mind, see the barbed wire, the place is thrown off wide, 'cause I don't know if it'll be. После этого шлифую и закругляю углы на шлифовальном станке.
В тех местах, куда пролезть сложнее, я зашлифовывал уже дельта шлифмашинкой. Ну вот и склеилась первая деталь, и ее можно тоже немного отшлифовать. Торцы с обеих сторон тут я скругляю. Отверстие я тоже зашкурил, сложенной несколько раз наждачной бумагой. В этой детали еще осталось сделать одно отверстие на 6. Вначале я давал метку, от торца это 10 мм. Ну и переходим к сборке. Awaken my spirit now. You got me thinking, whoa. I don't know how we got here. Oh my, I think we better run. We ought to leave this place tonight. I'm telling you. Pack up your suitcase, we'll find a new place. We'll cross the border, can't stay no longer in this town. When you're down and you stare out your window, hoping that you'll come back with some words to say. That's not okay. Тут я сделал отметки, где будет крепиться пятая деталь. Как видите, ручку пришлось открутить, так как просверлить с ней не получалось. Станок просто в нее упирался. Детали сначала просверлил насквозь сверлом на 6,5, а затем сделал потай на 11. В отверстие запрессовываю удлиненные гайки М6. Позже посажу их на эпоксидный клей. На скорую руку я решил смастерить винт с барашком, потому что откручивать и закручивать ее нужно будет именно руками. When you're moving your feet on the dance floor, and you don't care a thing about a word they say. That's how we. Итак, самоделка наша готова, а служит она помощником на распиловочном станке. Устанавливаем нужный угол распила, упираем в параллельный упор, берем заготовку и пилим. Все очень просто и удобно. Регулировку я сделал максимально на 45 градусов. Разведя самоделку до конца и вставив угольник, это хорошо видно. Позже сделаю метки, чтобы быстро устанавливать нужные углы. Пока нечем это сделать, так как жду инструменты из Алиэкспресс, которые купил на распродаже. Среди них будет и угломер. В общем, если у вас есть предложение, как эту самоделку усовершенствовать или доработать, пишите в комментариях, будем думать вместе, я ценю советы.
Да и просто оставляйте ваше мнение и жмите лайк, если все понравилось. Ну и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Всем добра и всем пока!